Всем привет! И сегодня я вам расскажу о средних дельта. Мы начинаем еще один плейлист «Средняя дельта». Он будет небольшой, но будет много разных вариаций исполнения упражнений. Сегодня будет большой выпуск, потому что достаточно много вариаций в одном упражнении. И я вам все поэтапно покажу. Как обычно, разжую и покажу. Будем сегодня смотреть разведение гантелей в стороны. Самое первое, самое обычное разведение гантелей. Никогда не гонитесь за весом в этом упражнении. То есть вам нужно максимально качественно его исполнять. То есть делать как всем многоизвестный югий, разводки 25-26 килограммов и отбивать себе яйца, вам не нужно. Сосредоточьтесь на качестве. В чем суть? Когда вы делаете разводки, у вас локоть находится выше, чем кисть. Если смотреть сбоку, моя рука немного согнута, то есть она не прямая, она немножко согнута, и она уходит локтем вверх. То есть я представляю, что дальше локтя предплечье и кисть у меня отсутствуют. Соответственно, чтобы легче настроиться на этот вариант исполнения, можно представить, что мы выливаем 2 стакана воды на пол. Вот так. То есть, заметьте, я поворачиваю большой палец немножечко вниз. И таким образом концентрирую нагрузку на средний пучок дельты. Если же у вас это получилось, второй косяк, который вы можете сделать, это перевести нагрузку на переднюю дельту. То есть, если смотреть сбоку, разводим правильно, да, вам стало сложно, и вы решили себе помочь незаметно. То есть вы даже этого не прочувствуете сами. И начали делать вот так. То есть заметьте, да, разница сюда поднять руку или сюда. Всего пару сантиметров, а нагрузка уже на передней дельте, на более массивной части плеча. Соответственно, она практически всю нагрузку заберет со среднего пучка. Дальше. После того, как вы привыкли к технике исполнения, есть вариант негативных повторений. Для этого вам понадобится партнер, который за вас поднимет вес, и вы плавно будете его опускать. Точнее, руки будут опускаться сами вниз, без ваших усилий, но вы стараетесь сопротивляться этому моменту. То есть, как я раньше рассказывал, негативные повторения вроде бы как задействуют те мышечные волокна, которые в обычных механических движениях мы задействуем слабо, либо не задействуем вовсе. Соответственно, партнер поднимает вам руки, стоя сзади, и вы их плавно опускаете. Снова он поднял, плавно опускаем. Раз 5 в конце подхода будет идеально. Если вы сомневаетесь, пробили вы плечи по весу там, или по качеству или нет. Еще один вариант, который мне в свое время показали борцы. Это своего рода пампинговый стиль в конце подхода. То есть, в чем заключается памп? Вы делаете подход с гантелями, вы занимаетесь в режиме пампа, то есть от 15 повторений и выше, с высокой интенсивностью, может быть даже сетами. И вам нужно, допустим, еще больше себя прокачать, то есть еще больше надуть крови, но руки уже отказывают, их просто сковало и все. Вы сделали там 2 упражнения, не получается руки поднять. Опять же, вам поможет страхующий. Вы сделали гантелями, ставите их, после этого ставите руки в стороны. Ваш страхующий давит вам сверху на ладони, плавно, немножко давит, а вы ему сопротивляетесь. Снова вы подняли, он надавил вам, додавил донизу. Снова вы подняли, он вас додавливает к низу. Опять же, раз 5-10 таких сопротивлений позволяют неплохо пробить плечи в плане их качества, пролески на сушке. Попробуйте этот стиль, вам очень понравится, очень неплохо работает. Но опять же, он хорош в тех случаях, если у вас нету травм плеча, нету травм связок.
суставных манжетах и так далее. Если же травма есть, она на вот этом стиле добивки, она проявится обязательно. Есть еще два варианта исполнения упражнения разводок на средние пучки дельт. Первый из этих вариантов — это взяться за любую перекладину, может быть стойка тренажера, ручка в кроссовере, которую вы не раз уже встречали в моих видео. Ногами к нему становимся поближе и немножечко свешиваемся на руке для фиксации, чтобы у вас не было желания подбросить тело в сторону от рабочей руки. Поэтому свешиваемся, держимся и гантель либо от бедра ведем. Техника та же, локоть выше, выливаем стакан воды, большой палец немножечко вниз. Вот. Как древние римляне показывали на Колизее. Палец вниз, вот так же мы делаем разводку. Ассоциируйте. Ассоциативное мышление позволит вам быстрее запомнить упражнение. Вот, свесившись, мы делаем от бедра. Это делается в тех случаях, если человек при работе двумя руками начинает кивать, начинает дергаться, начинает съеживаться и не может это контролировать. Особенно проявляется у сутулых, у которых кифоз грудного отдела, например, бухгалтера, айтишники и так далее. У них это частая проблема. У боксеров, кстати, потому что они все время группируются. У них тоже спина часто вот такая. Из-за этого чаще всего бывает, что им сложно отделить ощущения в плечах от трапеции. Соответственно, свесился, зафиксировался и пошел работать одной стороной. Здесь уже никак не подберешь плечо вверх. Второй вариант. Если у вас здоровые плечи, внимание, здоровые плечи, не в плане огромные, а в плане здоровья, то вы гантель можете заводить за спину для большего растяжения среднего пучка. То есть мы заводим руку мимо и выводим ее как обычно. То есть мы увеличиваем амплитуду растяжения. Можно делать так. Еще один вариант исполнения упражнения. Если же вы уже достаточно продвинутого уровня и у вас плечи сильные, у вас может получиться сделать такие же разводки, как я показывал с гантелями, но в кроссовере. В том самом кроссовере, где вы делаете сводки на грудь. Обычная ручка в кроссовере, обычный трос, вес. Попробуйте пятерку, опять же не спешите за весом. Также свешиваемся и делаем все то же самое. Либо спереди себя, либо из-за спины. Но скажу правду, будучи призером соревнований и с достаточно большим опытом занятий, даже сейчас мне пятеркой достаточно трудно делать. Я сделаю 10-12 раз, но обратите внимание, это сложно. Не нужно, начиная 3 месяца занимаясь в зале, пробовать вот это упражнение. Вы его качественно, скорее всего, не сделаете. И есть еще два варианта исполнения упражнения на средний пучок дельт. Я их подсмотрел у известного бодибилдера Александра Пасько. Он всегда радует интересным подходом, но все-таки каждый тренер по-своему работает, и я буду отличаться. Это подъем гантели лежа на боку, перед собой, либо от бедра. Два варианта. Хорошо подходит тем, кто ленится, стоять, что-то там подыгрывать. Казалось бы, лень — это действительно двигатель прогресса. Почему? Лежа на вот этой лавке, мы максимально фиксируемся. И здесь сложно подбросить чем-либо, кроме среднего пучка дельт. Опять же, не бегите за весом. Я сейчас взял пятерку. Это достаточно тяжелый вес здесь. Первый вариант. Легкий. Мы ложимся на бок, на свое же плечо. Свободная рука куда хотите. Можно на коленку себе положить. А рука, опять же, локтем выше, чем кисть. Поднимается от бедра под 45 градусов вверх. Я зафиксирован. Я лежу ровно на боку. Если же я лягу полубоком
или повернусь вот так, нагрузка будет уходить на переднюю либо заднюю дельты. Поэтому обращайте внимание, лежать нужно ровно на боку. Подъем под 45 градусов и не забрасывайте. Многие в этом упражнении начинают поднимать вверх. Вот здесь уже средняя дельта не работает. Здесь уже трапеция, шея, что угодно, но не плечо. Поэтому частичная амплитуда здесь важна. Внизу я либо легкое касание о бедро делаю, либо не касаюсь его вовсе. Но стараюсь опустить максимально низко. А теперь более сложный вариант исполнения этого упражнения. Подъем гантели перед собой. Вам нужно выстроить руку так, чтобы кисть была на уровне вашего лица. А локоть может быть выше, но он будет в любом случае где-то на уровне торса. И мы точно так же опускаем больше, поднимаем под 45 градусов. Какая у вас будет первая ошибка? Скорее всего, вы будете двигать корпусом, то есть делать это вот так. Фиксируйте себя. Здесь уже больше внимания должно быть к качеству движения. То есть вы лежите, и у вас рука как будто отдельно от тела движется. Так делать сложнее, потому что рука уходит ниже, растягивая средний пучок. Второй момент, если вы будете как-либо менять позицию локтя либо кисти, нагрузка опять же будет уходить, поэтому внимательно следите за болью в нужной мышце. Делаете средний пучок, чувствуете средний пучок. И опять же под 45 градусов. Выше не нужно. Вот ваш средний пучок. На уровне лица. Вот я даже повернусь, то есть я поднимаю, у меня вот на уровне правого глаза моя кисть. Это были варианты разводок на средние пучки дельт. Основные. Есть также функциональные разводки, но вы знаете, я их не люблю. Я не люблю, когда в стороны, перед собой, туда, сюда, сюда. Вот эти современные кроссфитовые упражнения малоэффективны, потому что просушиться может быть и поможет, но сконцентрировать нагрузку в отстающей части, если у вас что-либо отстает, у вас не получится. То есть вы были кривой, вы просушились, и вы такой же кривой, но сухой. Культуризм и бодибилдинг отличается как раз тем, что вы как раз компенсируете свои недостающие части и стремитесь к гармонии. Ну и как обычно, не подписался на канал, у твоей бабы резко встал.